para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poco de gracia, una poco de gracia pa' mi pastilla, y arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bala бамба, бала бамба. Пятничное утро, ребята, фу, что-то с мусорки воняет не слабо. Короче, проснулся, что-то водички не густо, такая толщиной с иголочку, чисто так, знаете, зубки немножко почистил, вот, и, собственно, пошел. А тем временем на районе, ребята, стихийный рыночек образовался какой-то, посмотрите. Опа, китайское движение, ну-ка, продавцы хотя бы не китайцы, интересно? Нет. Короче, по пятницам, видите, будем знать, вентиляторчики, косметичка, короче, кто на что гораздо, ну-ка. Ну, такое все китайское движение вижу. Так, погремушки маракасы, кубинская тематика, трусики. Так, флаги. Ага, сироп, масло или что-то, да? Значит, маргаринчик, маслечко, одежечка. Так, девочки, ну-ка. Просто красивые, да, скажу вам точно. Увидел этот красивый поворот. Так, здесь тоже на прическе человек, короче. Туфельки. Это от загара или что? Или против загара? Протекцион Солар, ¿cierto? Опа, кстати, жилет тоже есть. Нормально. Почему жилеты нормальные, можно, короче, заменить кассеты. Это есть cada ¿cómo se llama? Cada viernes? No sé. Cada viernes aquí mercado? Ну, не знаю. Здесь рынок каждую пятницу, говорит, не знаю. Сейчас смутные сомнения, что она не знает, но тем не менее. Привык, ребята, верить людям на слово. Давайте верить. Пока вместе. Вот. Ну, собственно, ребята, весь ассортимент. Вот, с таким вот ножом на меня прыгали. Где там есть какой-то, вон, видите, как такой домашний, короче, длинный нож. Вот. Такой, когда нож достают, ребята, вам спорить не сильно хочется, я вам говорю. То есть, как бы, ваши капризы и замечания, недовольство, как бы, да, там, топание ножка, оно сразу как-то переходит, ребята, на второй план. Я вас могу в этом уверить. Так что уверьтесь. Ребят, ну что, короче, котик Максик, будучи хорошим мальчиком, да, и ответственным блогером, прошел вам весь, короче, рынок. Так, а мне нужен, короче, мой водитель. Вот он, мой красавчик стоит. Kika, trabajaba en cuál lugar, yo olvidé. En el telégrafo me dijo ella que trabajaba, en el de al lado. Es el hotel que está al lado de Inglaterra. Ah, del lado de Inglaterra? Sí, está en Inglaterra, Ajá. en el de al lado, en el telégrafo. Telégrafo. Sí. En una compañía de telégrafo, ¿cierto? Yo te voy a enseñar, no es compañía, se llama así el hotel telégrafo. ¿Pero qué es telégrafo? ¿Es una cafetería o hotel? ¿O qué es? Hotel. Ah, hotel, ok. Muy bien. Para saber, porque yo no quiero como encontrar... Ahora cuando yo te deje yo te voy a enseñar. Sí, ага, gracias. Короче, водитель спрашивает, он нас вчера вез с девчонкой, говорит, а девчонка где? Ну, такой, как искренне удивился, да, что как бы с утречка выезжаю без нее. Вот, и я говорю, так, а где она в итоге работает? Тут просто видите, в чем вопрос вчера стал, типа, что 18, не 18 лет. Что я типа 18, но документов нет или документы свистнули. Обычно это, конечно, знак того, что у человека как бы просто не исполнилось ему 18 лет. Но ребята в Латинской Америке тут действительно свистят, короче, по карманам так, что мама не горюй, тут сойдешь с ума, голова закачается. И она говорит, типа, ну она как-то так выкрутила ситуацию, она говорит, послушай, я работаю на работе, здесь работаю с 18 лет. Если, говорит, мне нет 18, я не могла бы работать. И парень это вчера все подтвердил, ну на камере вы, скорее всего, видели, на видео. Поэтому сейчас я хочу выяснить, где она работает, чтобы если что, короче, приехать на работу потом и спросить, действительно работает, ну проверить хотя бы, да или нет. Потому что она мне понравилась, с ней общаться я хочу. Вот, но без документов риск. Видите, как бы, чтобы не было нюансов.
Мария, то, что я вам вчера рассказывал, которая немножко беременна, но это не точно. Но факт в том, что красивая. Мария, салюта, мисс Сегудорес. Здрасте, посмотрите на нее. Разве не чудное создание? Просто бомба. Бомбическая девчонка, которая мне очень нравится. У меня в Колумбии была тоже Мария с таким же именем. У них одно лицо. Estoy hablando. No puedo. Sí, ya pedimos. Eso es nombre del lugar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sam. Mejor tú habla para que, porque yo no puedo pronunciar. ¿Y qué le digo? San Lázaro entre espada y hospital. San Lázaro. San Lázaro. San Lázaro. Entre espada y hospital. Entre подряд. Короче, ребят, сами все слышали. Вот приходите, заходите. 4 раза уже ел, ни разу не отравился, все было нормально. И цены, ребята, по $2 10 центов. Трусики. Коллекция трусов с видом на Гавану. Ну, вид, кстати, классный. Тут не обманул. Не обманул. Потому что, ну, такого я не видел давно, как говорится. Все, конечно, классно. Единственное, только обычно разуваемся. Ну, ничего страшного, как бы это, знаешь ли. Не последние люди на Ютубе к тебе пришли. Все, понял, базара ноль. Так. Чувствуй себя как дома. Да, значит, кухня. Кухня, пожалуйста. Вот. Пьедестал. Один из. Да. И ложе любви. Не, ну вид классный, вид классный. Спасибо. Да. Старался, выбирал для вас, чтобы вы пришли, как бы, ну, оценили. Ну что, Петя, просил дождь днем? Нет, вот просил, но почему-то он начался, когда я вышел наконец-то из дома. То есть ты такой, тебе не угодить, короче, можно сказать. Вообще. Ага. Погода гаванская меня не радует. Ну так вот, ребята, вот такая гаванская погода. Такой сезон дождичков начался. Полюбуйтесь в очередной раз. Ну, прибьет пыльку, грязьку. И будет как бы свежо и вкусненько, ням-нямка. Чтобы можно было ходить, гулять по чистеньким улочкам. Блин, муха вылетела и опять залетела. Гостеприимный мальчик? Нет. Нет? Сказал, обувь снимай. Но это как бы хамство редкое, я понимаю, то есть. Ну вообще, у меня, можно сказать, подошву вылизывать можно. Всем понятно, ребят? Подошву можно вылизывать. Да. На самом деле гостеприимно все. И что-то еще хотел спросить по этому всему поводу. Комментарий есть какой-то по поводу вида? Ты бы здесь жил или нет? Нет, здесь я, конечно, бы не жил. Ну, вот именно в этой квартире. Да. Я бы жил, здесь прекрасный очень стол, вот прямо. Можно делать нормально, да? Вот, контент. Да. Подоконник назовем таким словом. Так. С очень мотивирующим видом. Ага. Но Гавана, конечно, хороша, когда вот ты ходишь и смотришь на нее с уровня земли. Когда смотришь на эти крыши, это, конечно, хуже крыш вот были только разложенные тобой трусы. Чистые, вкусные, ням-нямки разноцветные. Ну, насчет ням-нямок я не знаю, как бы. Ну, девчонки знают. Да. Всегда хвалят, ой, так вкусненько пахнет. Ясно. Показать вам, как пацаны играются грязью. Играются в снежке, здесь видите, комками грязи. Такие снежки из грязи. Ребята, ехал, короче, на районе как-то раз. Обратил внимание, была такая вывеска, знаете, он деревянная. Снизу было написано, ну, типа там еда, что-то кофе, Wi-Fi, туда-сюда. Вот. Решил, думаю, дай зайти и спросить за Wi-Fi, потому что с Wi-Fi тут реально проблемы, как бы скорость, ну, ничего невозможно не сгрузить, ни это, ни то, ни сё. Но, зайдя в кафе, узнав Wi-Fi, скорость я еще не проверил, просто хотел осветить вам атмосферку, то есть как люди работают, то есть в какой позе, да, вот. И т.д. и т.п. И хочу показать просто кафе, но, судя по столам, я уже вижу, что как бы есть, как сказать, свет в конце тоннеля, то есть основания полагать, что какая-то еда может быть красивенькая и вкусненькая. То есть, смотрите, какие-то модные, короче, смузи чаши, да, то есть это, ну, мне кажется, довольно редкость на Кубе, я, может, что-то не понимаю, просто с Кубой не сильно знаком. И кофе, судя по картинке, выглядит неплохо, потому что я до сих пор еще уже 3-4 день до сих пор не нашел нормальный кофеек. Но здесь, если он такой, как на этой фотке, то он будет бодрый. Вот. Во всяком случае, там, короче, с виду неплохая машина, ребята. Посмотрите, она здоровая, короче, да,
То есть, если, как бы, ну, короче, неплохая заявка на победу, скажем так. Вот. Плюс еще есть завтраки, и это еще близко от моего дома, так что можно как-нибудь заскочить. Ай, кафе из Мури, какой давай. Короче, ребят, Wi-Fi, по ходу дела, отстой, потому что даже не показывает скорость вообще что-то это. А кофе, как вы видите, неплохой. Но для чистоты, ребята, эксперимента неплохо было бы его как бы запробовать, поэтому давайте. Что-то он сладковатый больно. Я вроде как бы сахара не просил. Мне еще чашу дали с сахаром, но что-то как-то сладковато. Больше похоже на какой-то какао. Ну, ребята, есть как есть. Ребята, таксист говорит, что есть улица опасная, короче. Я говорю, а что опасно? Он говорит, я ночью здесь не люблю работать, я вообще ночью не работаю. Я говорю, а что? Он говорит, типа, опасно. Я говорю, а что опасно, грабят? Он говорит, да, грабят. Я говорю, чем грабят? С ножом или с пистолетом? Он говорит, грабят с этим. Кучею по-испански, короче, по-русски это кухонный нож, либо мясной, как у мясников на рынке. Это с таким, с которым меня грабить хотели, короче, ну, как хотели, пытались, грабили в Колумбии, вот 3 недели назад до поездки в Венесуэлу. Вот. Как-то так, поэтому как раз улочка от моего дома, и вот он говорит, ага, это как раз мимо рынка мы едем, он говорит, посмотри, насколько здесь, говорит, типа плохо, говорит, как в Мексике. Сравнение такое, но если я правильно расслышал, я могу ошибиться, конечно. Если я правильно расслышал, говорит, смотри, как в Mexicali. Так забавно. Como roban por la noche con cuchillo, ¿cierto? Y eso es solo recientemente o siempre en esta calle? No, donde quiera. ¿Donde quiera? Sí. Pero ese fenómeno relativamente nuevo o es siempre tan peligroso? No, siempre todo. Ah, siempre. Говорит, всегда, говорит, это не новый. Esto ha cambiado mucho. ¿Cambiando mucho? ¿Desde cuándo? Por la necesidad. Sí, pero ¿desde cuándo? Hace ya unos cuantos años. Después del COVID para acá esto se ha puesto peor. Говорит, последние типа года после ковида, говорит, ухудшилось, типа сейчас, говорит, стали грабить. Говорит, ну из-за нужды, говорит, раньше не было. Ну вот сами слышали. Есть, конечно, моменты, как бы, да, скажем так, трудности перевода, но в процессе, как бы, дополнительного вопроса, либо постановки вопроса под другим углом, как бы, приходишь к более такому трезвому знаменателю, да, и как бы четкому ответу. Ну, кто испанский знает, тот как бы слышит и понимает мой перевод, что как бы перевожу, все нормально. Кто не знает, ребята, ну верьте на слово. Ребят, тут какой-то ивент, я вам не смог его не заснять, надо, короче, как-то понять, что происходит. Какой-то, видно, видеоклип. Посмотрите, а что вообще за звезда такая? Надо как-то, может, фотку попросить. Фоткаться, что ли? Pregunta por favor, ¿qué es este evento? Un videoclip musical. Ah, video musical, ok, comprendo, muy bien. Ребята, на музыкальный клип мы с вами ворвались. Давайте немножко врываться в музыкальный клип, так врываться. Ay, mi Dios, unos modelos lindos y bonitos. ¿Tienes Instagram o WhatsApp? Hablamos más tarde. ¿Tienes Instagram o WhatsApp? Sí, podemos como escoger. Так, ребят, ну я, короче, конкретно отвлек их от съемки, но тем не менее, то есть, как бы я просто не мог упустить такую возможность, потому что есть люди, ну, конкретно голливудские. Вот. И снимается, короче, какой-то козырный клип. Вот. И модели сейчас будут подзалетать. Я вам просто хочу их, как бы, ну, тут отснимать. Отснимывать по полной, ребята. Как вы меня знаете, контент не ждет. Так что, ну, извините, это тоже место публичное, то есть массовочка, так что Котик Максик будет снимать. В общем, вот этой блондинки козырной я номер взял. Не знаю, она, правда, блондинка как бы натуральная или нет, но тем временем. Hermano, necesito un video musical con las muchachas. Sí. Que salgas con ellas, para que te firmen con ellas una foto. Ok. A ver, hago todo lo que ustedes gustarían. Sí, tú con ellas. Ok, muy bien. Soy modelo de ustedes. Короче, был приглашен на съемку. Estoy listo. Ok, voy a bajarme. Ay, olvídate el lente, ponte con ella, interactúa con ella. Oh, amor, ¿cómo estás? ¿Dónde vamos? ¿Todo bien? Mira qué rico este clima. Mi Dios. Sí, La Habana, la arquitectura, la clima, la gente, la cultura, café, las playas. Ay, corazón, yo puedo ver tu corazón desde tus ojitos lindos y bonitos. Интерактуем Мурикону. Gracias. Видели? Только что был в клипе, короче, зачитывал рэп. Видите, делаем массовочку хорошую. Вот это массовка, вот это я понимаю. Она, короче, девочка красивенькая, ребята. Pregúntale a tú. Italiano. Italiano.
Ребят, ну эта блондинка, она просто зачетная вообще. Мне так она, если честно, понравилась. Посмотрите, как она делает. Смотрите, наказывайте. Смотрите, качеля. Так, хватит закрывать мою блондинку. Я не люблю, когда мне закрывают кадр. Так, ребят, ну ладно, короче, сильно не буду тоже тут долго. Окей, салютами сегодорес, por favor, juntos. Sí, muy rico. Sí, sí, por favor. Y ahora solo chicas, por favor. Hola, otra vez. 1, 2, 3. Hola! Пришел попить кофе в кафе, где мне нравятся официантки. Ну, сегодня опять нет той официантки, о которой я вам рассказывал. Но есть другая, тоже неплохая, тоже, как вы видите, спортивная. Я просто считаю, опять же, своим долгом, вам это все, ребята, заценить, осветить и показать, чтобы как бы вы видели, да? То есть, и опять же, это не самый тот вариант, о котором вам я рассказал. То есть, есть варианты еще лучше, еще красивее, еще фигуристее, еще спортивнее. Еще все вместе взятых, да. Ну, просто так вот зацените, пока, скажем так, то, что есть. Надеюсь, я как-нибудь все-таки здесь пересекусь, и может удастся какой-то легкий такой, как бы, контентовый этюд заснять и вам, ребята, показать. Ну что, пираты, как настроение? Приподнятая во всех местах. Во всех местах приподнятая, да? Нормальный ход. Женя, короче, только проснулся 5:30 вечера. Его, походу, увидели первый раз за сегодня. Женя, ну ты много дел поделал сегодня, да? Ты сегодня много дел поделал, да? Так продуктивно денек провел. Ну, можно сказать и так. Отдохнул, да, именно? От этих блогеров. От баб. От баб. От баб. Погода прикольная. Прикольно? Ну все, как вы заказывали. Ну, вообще жарко. Чуть-чуть прошелся. И все. В 6 утра мне пишет, говорит, буду идти у тебя там рядом, хочу зайти пообщаться. Да. Там он один с мачете стоит. Потом побежал. Кончился какой-то шуткой, так они это... Дурной шуткой, как бы не смешной, да, как бы. Ну вот Женя вчера все порывался рассказать историю, как его в Армении, да, или где тебя с мачете, короче, ставили. Ну, не то, что порвался, я, в принципе, рассказал, просто на камеру не повторил. Ну просто Женя скромненький мальчик такой вот, весь сидит невинненький, понимаете, и не хочет с вами делиться немножко инфой. Вот. И сегодня тоже ехал, короче, вез меня водитель, который, нет, другой. Короче, вез водитель сейчас сюда к вам и рассказывал, как на этой улице от моего дома тоже сейчас начали грабить, понял, с ножами. Говорит, после ковида усугубилось и уже начали по Кубе потихоньку, короче, грабить. Вот. Раньше вроде как не было, до пандемии, типа как более-менее спокойно. Сейчас, говорит, уже так, похуже. Посмотрите, короче, мой первый лобстер на Кубе. Лобстер. Mi primer lobster en Cuba. Ay, qué lindo videos. Estoy muy feliz, estoy muy emocionante. Toma foto de mí. Felicítame, por favor. Y ese es cerdo. Chuleta. Чулета. Окей. Ну тебе тоже так чулеты, короче, навалили тут не слабо. Да. Покажи ладонь рядом с этой чулетой, чтобы было видно, что она огромная. Вот ее. Не с той чулетой. С парамиси. Gracias. Посмотрите, ребят, на вот эти вот лобстеры. Женя тоже красиво отдыхает, как бы пирожок. Ну что самое интересное, пирожок будет стоить плюс-минус лобстер. Вот. Сколько, кстати, стоит, если не секрет? 500. 500, ну, понял. Чуть дешевле. Вот. Ну что, приятного аппетита всем. Bien provecho para todos ustedes. Так, Петя укатывает, короче, неплохо. Смотрите, короче, буцули за нас здесь все дружно. Тут, я понимаю, нормальные ребята приезжают, нормально пообщаться. Контент пильнуть, коллабу, баблишко подкинуть, укатать, поводить, показать. Да или нет, в конце концов? Контактов тиснуть у кого-нибудь там, Никиты. Ага. Никита, если ты смотришь, Да. Получай привет и фингер-хартик от нас, вот такой душевненький. А то пишут на туре халявщики всякие, хотят, чтобы приехать, на хвост упасть, еще пожрать на шарика, понял? Еще и грубят при этом всем. Он под музычку, как мы тут денежки подсчитываем купецкие. Холодный расчет, ребята. Вы любите денежки, считать денежки, в чужой карман лазить. четко. Все четко? Смотри, как мы сделали. Давай 5. Фух. Вот это вообще именно Женя. Пам. Ну спасибо. Ты принес мне деньги.
Ну ты сделал это без уважения. С уважением. Ну даже с Всё. чеком принести. Вот это другой разговор. Ну что я вам скажу, ребята? Лобстерчик, собственно, был зачетный. Я его жевал, там, не знаю, часа пол пережевывал. Чтобы максимально КПД именно. Посмотрите, ребят, что происходит здесь в выходной, то есть конец недели, превращается в такой, видимо, стихийный рынок, который, ребята, идет в две стороны. Сори. Короче, если я ничего не путаю, то он идет там, ну, короче, далеко-далече. То есть в пятницу это видно была как бы разминка такая, да, то есть там видно так штучно, стихийненько по разным типам местечкам, там по райончикам, да. А видно уже в субботу, то есть репетиция генеральная. Ух ты, какие пупсики кучерявенькие, классненькие поглядывают. Надо здесь, короче, погулять. Вот. А уже в субботу, видите, то есть это через весь центр, потому что я сегодня и на такси ехал немножко в объездик, да. Она вот сейчас до сих пор, видите, то есть, ну, происходит всякая продажа. Но на самом деле, даже вчера по своему маленькому рыночку, ух ты, как вы успели увидеть, даже там уже можно было обнаружить, что есть у них всякая разная продукция. Вот, всякого различного характера. То есть там и жилет, и шмелет, короче, и кассеты сменные, что хочешь. Вот, я решил, в общем, прогуляться. Почему в эту сторону? Потому что здесь элементарно тенек. Вот, проветриться по тенечку. Чтобы как бы тенек меня немножко это сохранял от солнца. Так, как пройти? И давайте вам, ребята, пару минуток освещу срез общества и, возможно, какую-то продукцию. Вот. Ну, конечно, я на людей хотел бы посмотреть. Что здесь вообще? Проходить мы будем? Проходимцы. Котики, максики, проходимцы. Вот. Дадут нам пройтись. Здрасте. Такие глазки зелененькие, видите, ребята, оказывается... Дискульпа. Оказывается, зелененькие глазки не только у меня. Вот, ребята, ну здесь хорошо по тенечку прогуляться. Давайте посмотрим на людей, потому что, видите, молодежь нет-нет, да проскакивает. И еще такая молодежь как бы интересная и, как вы видите, заинтересованная, то есть любопытная. Посмотрим, может быть, кто-то заинтересует нас, может быть, кого-то заинтересуем мы. Здесь вот я бы заинтересовался. Я уже интересуюсь, как вы поняли. Вон, ребята, кроссовки, пожалуйста. Тоже как уж мы... Опа, подождите. Не, это для детей. Думал, там рубашка, как мне нравится. Короче, рубашка и шорты, типа комплект. Не, ошибся. Короче, ребята, счастье на самом деле было так близко. И почему-то сегодня, ребята, не могу найти кокосовый сок. Что-то кокос они не продают. Вот, куда он делся, как бы мне непонятно. Такой хорошенький сок был, я его каждый день так пил по 2 раза. Вот, я готов на сегодня, но что-то как-то не могу его найти. Вот, самое время, походу, немножко его разыскать, ребята. Ух ты, чем, собственно, сами сейчас и занимаемся. Ищем, ребята, кокос и не только. Видите, порошки, алкоголь, короче.
На самом деле все есть, просто надо знать, где, что и у кого и как, ребята. То есть нет такого, что, короче, ну, типа ничего здесь не найдешь, ничего нет. Все есть. Просто, может, не в таких масштабах и не так, как бы, что ты в любое время дня и ночи пришел и нашел. То есть надо немножко, ребята, то есть, как бы позаниматься поиском. Вот. И тогда все, типа, короче, будет. Опа, видите, вот чуть-чуть позанимались поиском, и все, видите, случилось. О чем говорю, что? Как раз, ребята, в доказательствах этих моих... Опа, да сколько? Этих моих слов. Так, а это что так едет тут нагло, короче, на велике? Ну, видите, такой чувак чисто загорел, его, типа, ничего не волнует особо по этому поводу. Он сам знает, как ему делать. Ему виднее. Вот. Оба. Так, ребята, ныряем здесь. Чем еще хорошо, я вижу, что мы неплохо идем, короче, навстречу движущемуся транспорту, то есть, да. То есть мы в единицу времени успеваем застать, заснять, обсмотреть и предоставить себя гораздо большему количеству, ребята, людей. Поэтому, собственно, стратегически это направление было выбрано просто именно порядочно. Я вам говорю точно. Это вообще, у меня сомнений нет ни секунды, так что любуйтесь на людей. Потому что даже вот так вот просто у кого-то по видео, ребят, вот я хотел бы посмотреть на людей, как выглядят на Кубе люди, да. Но я что-то ни у кого так и не увидел. Вот. Потому что, говорю, что я приехал, я видел пару видосов, там, допустим, да, там у меня знакомые снимали там. Вот, там, плюс еще там разные ребята, ютуберы, они же потихоньку как бы поснимывают, правильно? Так, там, что за продажа женская такая какая-то интересная, что-то видно, интересное продают. И тем не менее, ребята, то есть как бы я для себя, ну, ответа такого очевидного не нашел по той же самой внешности, то есть как выглядят, во что одеваются, где тусят, что едят, то есть, да, и т.д. и т.п., ребят. Поэтому сейчас вот элементарно по вот этим 5 минуткам, которые я вам здесь отсниму, сможете понять, как выглядят люди, во что одеты. Допустим, кому-то это интересно, понимаете, кто-то, допустим, любит на еду смотреть, чтобы еду снимали. А кто-то, оля, ¿cómo está? ¿Todo bien? Веселенькие. Вот, а кто-то, ребята, любит на людей посмотреть. Себя показать, да? Как, знаете, вот смотрите, пожалуйста. Вот вы знали, что, допустим, на Кубе белые люди вот такие бегают? Наташа, Олеся, Екатерины, Дарьи. Вот. Все по чуть-чуть. Ну, собственно, смотрите. Одну, значит, из частей этого рыночка мы, собственно, сами прошли. Вот и все. Котик Максик молодец. Прекрасная погода. Вчера шел весь день дождь. Никуда, короче, мы не ходили, так, по районам прошвырнули, сейчас вроде, короче, солнечно, туда-сюда. Погодка как бы так и шепчет, и говорит, приходите на пляж, мальчики, посмотрите на наши бикини, выясним, есть ли там бикини или нет. Saluda mis amigos, por favor, están lindos siempre. Uy, mira esto, estos ojos lindos y bonitos. Ay, y con esa, ven aquí, esa va a ser como una, ven, una pintura rica, mira, y para aquí. Тусуемся как бы не первый раз, мне она очень нравится, постоянно хочу с ней гулять, не только с ней, больше ни с кем.